Привет, ребят! Столкнулся с вот таким вот ТВ-боксом. Называется он Ematic AGT 419. И это сертифицированный Android TV-бокс с сертификатом Netflix. Так вот, что это такое, разберемся в сегодняшнем обзоре. Поехали! Коробка-то какая! Коробка-то какая, ребята! Слушайте, знаете, я уже перестал удивляться китайским коробкам. Почему? Потому что делать они умеют красиво, рассказывать умеют красиво, по факту получается не очень. Коробочка действительно говорит о том, что это сертифицированное устройство. Здесь много всего расписано. Сразу бросается Netflix в глаза. Они сразу здесь на коробке заявляются, что это Android 8.1, 2 USB порта, 60 FPS 4К. Они расписывают так очень-очень красиво. 4К HDR. В самой коробке из комплекта был блок питания. Вот такой вот самый обыкновенный 5 вольт 2 ампера. Пульт. Micool пульт. Это пульт, который выпускает Micool. Так называемый завод Videostrong, и сама по себе коробка. HDMI кабель я уже не беру в расчет. Почему? Потому что он есть везде, самый обыкновенный. Так вот, что же из себя представляет данная коробка? Это Amlogic S905X. 2 гигабайта оперативной памяти, 8 гигабайт хранилища, 5 ГГц Wi-Fi. И сейчас очень многие, знаете, как слушают и понимают, что на Mi Box смакивает. Плюс Android TV сертифицированный, плюс сертификация Netflix. Да, я вам скажу, очень сильно по характеристикам подходит под описание Mi Box, но кроме того, что здесь 2 USB порта, здесь есть разъем DTF карт, есть LAN RJ45 порт на 100 мегабит и есть у нас SPDIF вот такого вот формата, плюс еще и аудио-видео. Слушайте. Я думал, интересная коробка. Стоит она порядка $60. Вообще, ссылка лежит в описании под видео. Пойдите посмотрите, что они там предлагают. Достаточно интересная цена, как для сертификата. Так соизмеримо немножечко с Mi Box S на старте продаж. Но эта коробка не новая, ей уже пару лет, но она не попадалась нам в поле зрения только из-за того, что это операторская коробка. Каким образом она попала на рынок Китая, непонятно. И с чем столкнулись мы в процессе обзора. Отсутствие автофреймрейта, само собой отсутствие root прав. В YouTube HDR вроде декодирует, но не выводит на телевизор. Netflix, поддержка есть HDR 4K, вроде бы заявлено 5.1, но на нашем ресивере мы не получили Dolby Digital звук. И вот уже этого достаточно, чтобы сказать, что эта коробочка, не совсем интересная. И действительно, проиграть тяжелые торренты у нас не получается выше 20 гигабайт. Единственное, для чего она хорошо подходит, это IPTV и просмотр какого-то контента с жесткого диска. Да, и небольшие торренты, и, конечно же, стриминг. Стриминговые сервисы здесь будут работать абсолютно все, потому что здесь есть и HDCP 2.2, и Widevine L1 сертификаты, поэтому вот эта коробка создана для стриминга, для IPTV сервисов, и единственный ее плюс это вот этот вот пульт голосовой, куда я уже засунул, который лежит прямо в комплекте, и само собой не надо шить из коробки на Android TV. То, что отсутствует автофреймрейт, если у вас есть уплавнялка в телевизоре, то эта проблема будет решена, но если у вас есть уплавнялка в телевизоре, то скорее всего ваш телевизор тоже поддерживает стриминговые сервисы, и использовать коробку еще одну для стриминговых сервисов для меня, такое себе занятие. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. Если вы хотите купить сертифицированный ТВ-бокс, то топ-5 различных ТВ-боксов лежат в описании под видео. Это топ-5 в разных ценовых категориях. И если сравнивать ее с Mi Box, то в своем резюме в этом видео мы скажем, стоит покупать эту коробку, либо Mi Box до сих пор остается актуальным среди среднебюджетных сертификатов. Что ж, а теперь я говорю вам халабанга, ребята, это же бубульгум. Поехали. Итак, ребят, вот так вот выглядит всей странный бокс. Стандартный Android TV 8.1 с лончером Android TV, с каналами. Тут вроде бы все работает, как и должно работать. Есть голосовой поиск с этим пультом. Давайте сразу. Самый лучший фильм. В принципе, голос работает, но предупреждаю сразу, голос работает только при отключенных дополнительных пультах. Если у вас подключен, например, дополнительно G20S, то голос работать не будет. Он нормально ищет во всех приложениях, тут у меня вопросов не возникло.
В настройках у нас есть стандартные настройки типа сети интернет, где есть поддержка 5 ГГц Wi-Fi, есть у нас аккаунты, с которыми вопросов не возникло, есть у нас раздел TV Settings, мы видим, что у нас прописана лицензия Netflix, и я вам скажу сразу, вот эта вот надпись SDMC говорит о многом, разберем, когда залезем в AIDA. Audio Output мы не можем выбрать, хотя можем, наверное, ну попробуем мануально. Да, можем выбрать с вами форматы, мы выберем все форматы звука и посмотрим, что же он нам такое выводит. В настройках дисплея есть у нас поддержка HDR, в принципе, который работает в фильмах и в Netflix, но не работает нормально в YouTube, хотя YouTube пытается его декодировать, пишет VP9.2 и все, и при этом HDR, по крайней мере, на телевизорах LG у меня не включался. Больше ничего интересного здесь нет, все абсолютно стандартно. В настройках устройства тоже ничего такого мы не заметили. Есть вот об устройстве название AGT 419, Android 9, Chromecast. Слушайте, Chromecast хочется проверить, все-таки заявлен сертификат. Давайте проверять Chromecast. У меня смартфон поддерживает Chromecast трансляцию главного экрана. Давайте начать. Chromecast сработал. Тут как бы все отлично у нас с этим получилось. Все можно отключать. Супер. А теперь давайте пойдем с вами немножечко в AIDA 64 и посмотрим, что нам там расскажут. А расскажут нам очень интересные вещи. ТВ SDMC. SDMC это компания, которая имеет сертификат Google и которая выпускает под заказ OEM операторские боксы. По сути это какой-то вот операторский бокс 2х8, iMlogic S905X. Вот знаете, вот слизано с Mi бокса, с пультом от Mikula, с прошивкой от SDMC, само собой без каких-то дополнительных плюшек, и имеем что имеем. Но есть сертификация Netflix. Есть у нас Bluetooth, центральный процессор это 905X процессор, 4 ядра по 1,5 ГГц, за отображение отвечает Mali 450 MP. Сеть у нас Connection Speed 433 мегабита в секунду, мы с вами реальную скорость сейчас проверим. Android 9. Доступа к температуре само собой нет, по кодекам у нас заявлено тут и DTS HD, хотя я сильно в этом всем сомневаюсь, что здесь есть DTS HD декодер. Хотя заявляется, что есть VP9 on 2. Если мы говорим о сертифицированном устройстве, то мы обязаны заглянуть в DRM-info. Бренд Ematic, iMlogic. Так. У нас есть с вами CNC ClearK поддерживается от Google версия 1.1. Есть HDCP 2.2. Слушайте, нормально. Google Widevine L1 есть. Тоже нормально. У нас есть поддержка Microsoft PlayReady DRM, что обеспечивает нормальное функционирование стриминговых сервисов. С учетом того, что у нас нет никаких датчиков температуры, то тротлинг-тест на таких приставках провести не представляется возможным. И все наши системные тесты сводятся к тому, что мы просто-напросто с вами проверяем сетевые модули, потому как все эти моменты проверяются при сертификации самой Google. Так, опускаемся. И на внутренних серверах нашего провайдера мы получаем на 5 ГГц 220 мегабит, ну в среднем 220. И в принципе на выгрузку тоже примерно та же самая циферка. Мне интересно, у нас есть порт LAN RJ45, мы сейчас с вами подключим сразу LAN RJ45, проверим. По сути это обыкновенный сетевой порт, для тех, кто не знает, что такое RJ45. И стартуем, и здесь стандартная сотка. Знаете, это вот, мне кажется, что это Mikul. Вот серьезно Mikul, но очень-очень сильно меня такие подозрения терзают. Стандартная сотка и 2.4 тоже будет среднячковый какой-то, я тоже вот в этом более чем уверен. При старте 2.4 теста я могу сказать, что это немножечко выше среднего. Средний это до 30, то есть 20-30. Выше среднего чуть начинается от 35, и это 39 мегабит на загрузку. И 20. Так что гуляет он как-то. 24 вот слабый. Я сразу сказал, что здесь будет слабый 2.4 модуль. И в принципе так и получилось. 39 на 37. Все, с сетевыми модулями закончено. Здесь мы сюрпризов никаких для себя не получили. Хотя очень хотели. В виде, например, гигабитного LAN-порта. Многие скажут, что на 905X процессоре можно получить AFRD. Получить AFRD, ну, автофреймрейт с помощью AFRD здесь не получится. Первое, нет root прав. Второе, он не распознает даже ядро системы.
Автофреймрейт здесь также не реализован и через Google API, как это сделано, например, в том же Xiaomi Mi Box.Об этом нам говорит диагностика Vimo, где мы видим всего лишь одно разрешение 1920 на 1080 60 Гц. Это то, во что, в принципе, может изначально переключиться наш Vimo или не переключиться. Конечно же, можно было бы оценить игровую производительность, но в данном случае играть мы на нем не будем. Как и на Mi Box, мы этого не советуем, хотя раньше... Хотя, слушайте, Android TV игры можно поиграть, в какие-то казуальные. Здесь нас интересует, допустим, просто его производительность. Давайте попробуем Ice Storm Extreme и Ice Storm Unlimited для того, чтобы понимать именно реальную производительность в совокупности процессор плюс графическая система. Это нам поможет оценить, насколько он подходит не только для игр. Мы так оцениваем, в принципе, насколько он подходит для проигрывания мультимедиа тяжелого, например, торрентов. А вот вы знаете, для 905X процессора в Ice Storm Extreme мы получили достаточно высокий балл производительности, 4467 баллов. И бывало такое, что я видел минимальные тесты 4600 для 905X2. Но это ни о чем не говорит, это не значит, что на таком объеме памяти мы будем с вами беспрепятственно играть в какие-то казуальные игры. Слушайте, как же нам выяснить, допустим, его нагрев? Хотя он абсолютно холодный, нет доступа к температуре. По результату Ice Storm Extreme это 7085 баллов, вот здесь вот уже потяжелее немножечко пошло это все действие. Теперь пробуем мультимедиа. Стандартного Explorer у нас не было, поэтому мы будем использовать Explore. Подключен сейчас через USB 2, здесь два USB 2, тестовый наш жесткий диск. Итак, запустился фильм с USB 2 даже. Давайте попробуем включить режим pass-through в Vimo Media Player. Вы знаете, вот нет тормозов таких, чтобы там как-то критично. 4К 60 FPS работает. Так, пробуем. Режим pass-through в Vimo не пробросил. Сейчас будем в других плеерах пробовать Dolby Digital тестовые файлы и DTS тестовые файлы. Пока что не заработал, как ни странно. Ладно, 4К 60 FPS фильм идет. Пробуем куда-нибудь на серединку перемотать. Тут все без замечаний с нашей стороны. Проигрывает замечательно, при этом в HDR. Или в HDR. Опять меня будут, наверное, поправлять все. Пробуем аудиосэмплы. Давайте Dolby Digital Plus. Стокового плеера у нас здесь нет в выборе, поэтому пробуем, например, через тот же самый VLC. Так, Dolby Digital Plus есть у нас в режиме pass-through. Dolby True HD я как бы вангую, что его там не будет. Там будет либо просто Dolby Digital Plus, либо вообще ничего не будет. Нет ничего вообще. DTS HD, по крайней мере, сейчас запускаем. DTS HD Hi-Res есть. И DTS 5.1 ядро тоже у нас все шикарно работает. Хорошо, с файлами с жесткого диска проблем нет. С воспроизведением HDR фильмов с жесткого диска тоже проблем нет. У нас есть Dolby Digital Plus, DTS HD Hi-Res. Dolby True HD у нас на этой приставке нет. Далее мы из мультимедиа пробуем с вами Netflix. Netflix у нас работает в HDR с 5.1 звуком. Ну, сейчас у нас подключен HD, скажем так, рекордер, поэтому 4К мы здесь не увидим. Но Netflix отрабатывает, в принципе, неплохо. Сейчас пробуем, что он у нас покажет. Но при этом он без Dolby Digital проигрывает. Хотя заявлен 5.1 звук. Слушайте, как ни странно, не было у нас звука Dolby Digital. Пробуем еще один. Вот этот в этом фильме точно должен быть Dolby Digital. И у нас работает он без Dolby Digital звука. Почему так, я не знаю. Но он работает с HDR без лицензионного звука. Как-то все криво. Ладно, выходим. С Netflix лажа какая-то. То есть Netflix работает, лицуха есть, HDR работает, 5.1 звук заявлен, но не выводит Dolby Digital. Интересно. С YouTube у нас тоже такая же ситуация. Почему? Я вам сейчас покажу. Мы его тестировали и на Dolby Vision телеках, и на HDR телеках, на наших роликах. И тут у нас ситуация двоякая. То есть мы запускаем HDR... Ну, давай. Мы запускаем HDR ролик с нашего второго канала. Он запускается, пишет, что он декодирует
HDR, пишет VP9.2. Давайте вот сейчас статистика для админов. Ну, сейчас он не подключен к HDR телеку. Пошло проигрывать 4К 60 FPS. Были дропы на наши манипуляции, это все фигня. Короче, он воспроизводит, если HDR телек, он воспроизводит и пишет, что HDR, но изображение тусклое, и HDR в YouTube не выводит. Вот такая вот ситуация. То есть мы ничего с этим сделать не смогли. Поэтому если вы будете здесь запускать в нативном YouTube HDR ролики, то они будут тусклые. Единственный выход — это использовать S-Tube Next с переключением принудительно в SDR. Хотя 4К 60 FPS в YouTube он декодирует просто замечательно. Да, 4К 60 FPS хорошо воспроизводит. Выходим. С YouTube тоже какой-то у нас вопрос. Вот больше вопросов, чем ответов с этими приставками. Я как бы брал вот чисто для пробы. По IPTV мы сколько не тестировали, проблем у нас не возникло. Мы используем Omega TV. Omega TV это сервис украинский. Мы здесь используем это все, тестируем на HD каналах. Давайте мы сейчас включим конкретно HD каналы. Тут нам все нравится. Кстати, на Omega TV есть промокод для Украины. Он в описании под видео, как и ссылочка на сам сервис. Переходим, вы можете целый месяц пробовать использовать его в максимальном пакете. Просто вот для моих подписчиков такой небольшой подарочек. Пробуем. HD каналы работают, хорошо переключается. С IPTV, ну, нет вопросов. Нет. Хорошо, выходим. Так, знаете, такой себе OTT операторский бокс с поддержкой, какой-то базовой поддержкой Netflix. Давайте пробовать торренты погонять немножечко, потому что для меня эта приставка, я бы ее назвал такая противоречивая. Вот, противоречивая будет, наверное, правильнее. Давайте включим один из торрентов, где есть большие торренты. В принципе, модуль Wi-Fi здесь неплох. Выберем... Давайте 45 гигов. Для этого процессора это более чем достаточно. Вообще Mi Box не справляется нормально с торрентами больше 50 гигов. Но мы посмотрим, что у нас здесь будет. Играет это все на стандартном 77-м сервере на текущий момент, на момент съемки этого видео. Но данная приставка, я могу уже сказать, на текущий момент она ничем не примечательна и не интересна. 45 гигов фризанул на старте. Не, буферит и дергается. Что есть, то есть. Ему не хватает просто-напросто даже процессорной мощности это все отработать. При том, что скоростных характеристик раздающих полно. Давайте пробовать меньше. Торрент на 115 гигабайт даже приближаться не буду. Серьезно вам говорю. Это будет трэш. 27, 54. Ну давайте еще попробуем 54, только с другим размером. Может быть, раздающих больше будет. Ни хрена не воспроизводит. Все-таки, знаете что, уменьшаем размер торрента. Давайте пробовать 17 гигов. Я эти все торренты на другом ТВ-боксе, на более мощном смотрю без проблем. То есть такой себе ТВ-бокс для небольших торрентов. Давай, вот небольшой торрент, он сразу пошел... Да, и начал воспроизводиться. Сейчас у нас идут там звездочки, сейчас идет это. Пускай немножко повоспроизводится. Потом вернусь к нему, посмотрю, когда стартовый буфер пройдет, будем понимать, проигрывает он нормально или нет. Слушайте, ну это такой себе бюджетный ТВ, ну не бюджетный, это сертифицированный ТВ-бокс, какой-то операторский. Как он попал на рынок Китая, непонятно. Что на нем можно делать? IPTV, Netflix, без претензий на Dolby Digital, в принципе можно. С жесткого диска фильмы посмотреть тоже можно. Можно подключить SPDIF, можно подключить... LAN RJ45. В этом его преимущество перед Mi Box. Но нет автофреймрейта. Эх, ну не то немножко. Ладно, проигрывает торрент меньше, с торрентами проблем у нас нет, ну до 20 гигабайтов. Давайте определим такой размер. Больше ничего на этой приставке делать не буду, она как бы есть как есть, выходим и резюмируем. А в резюме могу сказать одно, что мы вот, знаете, не рекомендуем ее покупать. Это как HiMedia S500. Она вышла на нормальном процессоре, как в принципе для качества изображения, с поддержкой каких-то Dolby DTS, и в конечном итоге получилась безликая коробка, без автофреймрейта, без поддержки производителя и просто... Знаете, это операторские решения, это OTT-боксы для IPTV, хотя, в принципе, если бы он стоил, допустим, $40, то я бы его даже рекомендовал. В данном варианте его рекомендовать, к сожалению, не могу, хотя задел для того, чтобы сделать из нее хорошую коробку, есть. То, что ее будут поддерживать, я в это не верю, и, честно вам говорю, больше мы на нее свой взор не обратим. И, кстати, советую все-таки, если стоит выбор между этой коробкой и Mi Box, покупать все-таки Mi Box. А теперь вот действительно пока.